Ну что, сегодня у нас начинается первый эфир, так сказать, в рамках моего детокса от доты. Если честно, именно идея названия пришла ко мне в голову случайно, а по факту у меня просто давно было желание поснимать целую неделю постримить, не только доту. Ну, на самом деле, я знаете, как думал? Я сначала думал, что я там 3 дня постримлю доту, 2 дня что-то другое, а потом я подумал, ну, а чё бы не ёбнуть целую неделю стрима других игр, потому что на самом деле онлайн у меня сильно подрос, и даже если сейчас будет в 2 раза меньше зрителей, это будет все равно больше, чем, например, пару недель назад, во-первых. Во-вторых, у меня очень удачный месяц был с точки зрения монетизации ТикТока, и поэтому даже если с донатами не очень хорошо будет, ну, допустим, из-за того, что я такие стримы провожу, то я опять-таки смогу это себе, ну, пережить и позволить. И, ну, максимально более удачного времени, чем сейчас, не будет. Причем реально вот все, что я вам перечислил, и, соответственно, и StarCraft, и Герои, и стримы с трамвайчика, и IRL, вот все это я уже довольно давно хотел, и просто я решил все это упихнуть в эту неделю. И вот знаете, как назло, сегодня нужно было мне там кое-что еще поснимать, кое-что поделать. И я планировал уже сегодня во что-то поиграть другое, но просто весь день был занят, и я думаю, блин, ну что, опять мне это переносить на следующую неделю? Я думаю, нет. Я вот анонсирую специально сегодня, что у нас будет неделя без доты на стримах, чтобы у меня был стимул наконец-то начать. И, соответственно, у нас сегодня стрим общения, еще и потому, что я не успел никакие игрушки скачать. Но и в целом, ну, формат общения на стримах — это тоже один из форматов, которые я хотел бы эм, практиковать у себя на стриме. Надеюсь, получится хорошо. Чем ты занимаешься в свободное от стримов время? Его на самом деле не так много. То есть я просыпаюсь, завтракаю, снимаю шотсы. Нет, не так, придумываю шотсы, снимаю шотсы, монтирую шотсы, выкладываю шотсы. Внезапно уже 3 или Стасик, 100. Привет. Я не понимаю, за что тебя хейтят. Начал смотреть только недавно и сразу заметил, что в комментах один хейт. Особенно под видео со шаурмой. Желаю удачи. Спасибо. О, Стасик, спасибо за 100. Ну, тут я так скажу. М, Спрашивать, за что меня хейтят, надо не у меня, а у людей, которые хейтят. Мне нет особого смысла отвечать на этот вопрос. То есть, чем мне сидеть обсирать себя просто, что, ну вот, так вот, типа, меня это, как это сказать, м, за то-то, за сё-то хейтят. Ну, просто, то просто. Короче, нет смысла отвечать на этот вопрос, но мне приятно видеть вашу поддержку. Спасибо большое за теплые слова. И приятно, когда стрим начинается с доната. Чем питаешься? Я утром вообще не ем, а в обед объедаюсь. А у тебя как? Я могу тоже долго не есть утром, потому что я когда поем, даже если какой-нибудь легкий завтрак, вот, например, легкий идеальный завтрак, условно, там 2 сырника, горсть ягод, все равно некоторая такая тяжесть появляется в животе и некоторая сонливость, и мне проще вот просто наебениться холодного чая, который дает мне сытость на несколько часов, и, ну, поделать все дела, и потом уже, когда я вот поснимал, поделал все шоцы, аппетитно поесть, там что-нибудь заказать или что-нибудь приготовить, я тоже вот, кстати, получается, в обед объедаюсь. Нет, я не похудел, просто смотрите, ракурс выставлен таким образом, как будто бы у меня здесь заканчивается подбородок, и второй подбородок не виден, потому что он скрыт тенями. Хороший ракурс очень многое решает. Я в "Сталкера" не играл, но, кстати, меня с Сидоровичем почему-то одно время сравнивали. Хотя, ну, мне кажется, не очень мы с ним похожи. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Сделаешь для меня одно задание, и мы в расчете. Боже, я же даже пародию снимал на этот счет, и я поэтому выучил эти фразы. Какую страну ты бы хотел посетить? Я бы хотел еще раз съездить в Японию, но более обстоятельно.
с более крепким здоровьем, чтобы я мог прям целыми днями ходить и кайфовать. Я бы съездил не только в Токио, но и в Киото, в Нару, м, в другие города. Жень, хотел бы ты сделать что-то типа кукинг-стрима или нет? Наверное, нет, потому что вот просто, чтобы вы понимали, вот эти кукинг-стримы, итинг-стримы, когда вы кушаете что-то, они выглядят очень легким контентом, но на самом деле, ну, это некомфортно. Готовка, в принципе, для меня довольно утомительна. А когда ты еще готовишь на стриме, ты в 2 раза больше нервничаешь, еще по-любому какие-нибудь советчики критиканов придут. Ну, и будем честны, я э, не очень хочу чё, готовить на стриме. Мой любимый фильм да, собственно, мой любимый мультсериал "Человек-паук", а мой любимый фильм — это, э, мой мультфильм — это "Робин Гуд с лисенком". Мы, кстати, его тоже смотрели на стриме как-то. "Привет, Женя, как прошел день рождения твоей мамы? Что подарил?" Ам, я подарил ей картину с котиком у меня в "Телеграме", я ее фотографию выкладывал. Подарил 10 000 от вас, подарил 10 000 еще от себя. Возможно, мы на эти деньги купим маме смартфон или что-нибудь еще. То есть она еще не определилась. Вот. И подарил еще букетик пионов небольшой. Блин, слушайте, мы отмечали у ее подруги на даче, делали шашлыки, так вкусно поели. И я давно не был на даче у ее подруги, и я говорю: "Тетя Зой, вот, ну, я так думаю, у всех на даче растет куча цветов". И я говорю: "Тетя Зой, вот мама говорила не покупать цветы, давайте вот, может, вы какой-нибудь букетик сорвете, ну, вот к ее дню рождения". Ну, просто чтобы ей было приятно, чтобы мы не тратили деньги. И типа мама на самом деле говорила, что она не хотела и от тети Зои деньги принимать, то есть что был бы такой своеобразный подарок. Она говорит: "Ой, да у меня там типа 2-3 кустика, мне особо нечего срывать". Потом я приезжаю к ней на дачу, и я вижу просто охуенные распустившиеся пионы. Вот такенные, красивые, распустившиеся. И кустовые розы очень-очень красивые. И я понял, что ну просто ей жалко было, но я не в обиде на нее. Я вот смотрю на эти цветы, и мне бы самому жалко было их срывать. Просто ты смотришь на них, и это великолепно было. Вообще отличный день рождения прошел. Единственный минус дачи — это деревенский туалет. Боже мой, это просто ужас какой-то. Я ненавижу деревенский туалет. Вот. И, кстати, про пионы. Сегодня я выходил, ездил сегодня в Аби. Ну, я думал над тем, что, может быть, вместо починки унитаза просто новый взять, потому что там много всего надо будет разбирать. Я ездил в Аби, посмотрел, что там есть. И когда я выходил, то я тоже увидел растущие у нас около дома пионы. Тоже такие красивенькие, но светло-розовые. И прям вау, какие же все-таки красивые цветы. И все-таки, когда ты вот покупаешь покупные пионы, они их привозят, там бутончики закрытые. И далеко не всегда они доживают до этого распускания. Кстати, смешная история была. У меня мама очень любит пионы, и она говорит: на мой день рождения мне всегда дарили пионы. И я как-то решил выебнуться, купить ей набор пионов. Они пипец какие дорогие, типа там за 5 штук где-то 1004 было в магазинах, в которых я приходил брать. И, ну, я все равно заказал, и я смотрю, это так жалко выглядело, думаю, лучше бы я рост на 4000 купил, честное слово, было бы и эффектнее и так далее. А потом оказалось, что просто эти пионы везде росли и в СССР, и были, в общем-то, относительно недорогими. Я не знаю, есть ли у нас тут люди, которые застали Советский Союз в осознанном возрасте, и подтвердите или опровергните мою гипотезу. Хочешь ли сделать какой-нибудь коллаб? Да, наверное, нет. Я все-таки... Не, ну было бы круто что-нибудь записать с Серегой Пиратом, если бы я умел петь, если бы я умел сочинять музыку. Любишь ли ты квас? Нет, я квас... Ну, хотя я даже не знаю. Вот знаете, есть очаковский квас, и он, короче, сильно... О, классная история сейчас про квас будет. Есть очаковский квас, и он очень сильно газированный. И я, когда его пью, мне невкусно. А есть лидский квас. Как-то у друзей я его попробовал, и вот он прям, у него офигенный такой вкус, как у, знаете, разливного кваса. Вот он вкусный. И я такой думаю, если лидский квас
такой вкусный, то, наверное, и для окрошки он будет более крутым. И я купил его и заправил им один раз окрошку. И было вообще невкусно. Я не мог понять, в чем дело. Реально все ингредиенты были очень хорошие, и у меня подозрение пало на квас. И в следующий раз я заправил очаковским окрошку, и оказалось, что газированность очаковского кваса делает окрошку более вкусной, и что очаковский для окрошки более подходит. Хватает ли заработка с донатов? Хватает ли заработка чисто со стримов и видео с ТикТока? Не спрашиваю конкретные суммы, просто интересно, как это работает. Ты знаешь, хватает. Хватает, прям охуенно хватает, если честно. А, я получаю сейчас больше, чем я получал на своих предыдущих 2 работах. И, ну, будем честны, давайте будем честны, устаю меньше и нравится мне это больше. Ну, хотя вот на Mobile Review, конечно, первое время я прям кайфовал. Поэтому просто потом выгорел. Поэтому все круто с точки зрения заработка. И на самом деле, это во многом большая заслуга моих, зрителей, которые меня поддерживают финансово. Реально, стримеры с таким онлайном, как у меня, не зарабатывают таких денег, которые я зарабатываю. Значит, мне предложили на тест, когда я работал на Mobile Review, игровой компьютер. Я на нем играл в Ведьмака. Я проиграл, наверное, вот я прошел с бароном, да, с бароном арку, и перешел к арке, где Геральт с Йеннифер куда-то там уехали, какую-то заброшенную хижину нашли, и что-то им там надо было в этой хижине сделать. И я застрял на этом месте. Я не мог найти, где там куда-то надо было как-то подняться на какую-то стену. Я никак не мог этого найти. И я забил. Плюс мне написал мой бывший коллега, ну не мне, или мне, я уже не помню, или он просто писал. Он говорит, все-таки в Ведьмака нужно играть после того, как ты прочтешь книги. И я думал, что книги плавно нас предведут к предыстории ну, третьего Ведьмака. А я читаю, 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 читаю. Я уже, блин, все прочел. И вообще никак не было там про этот сюжет третьей части. И я все уже прочел, думаю, ну а как так? И только потом я узнал, что просто сюжет третьей части, он как бы идет в той же вселенной, но не связан с книгами, скажем так, напрямую. И я, конечно, был расстроен, что я забил на игру, читая эти книги, а компьютер у меня уже забрали, а на маке особо не поиграешь. Я пробовал в Ведьмака играть на Nintendo Switch, но вот я как на этом месте застрял, так я его пройти не могу. И вот знаете, ребят, насколько я не люблю советы в Доте, настолько, мне кажется, мне бы помогли советы в Ведьмаке третьем. И, может быть, в следующий раз, когда у нас будет такой Dota Detox, я, когда буду играть в Ведьмака, я надеюсь, что вы мне сможете помочь. В целом, я не против советов в игре, когда они, ну, знаете, адекватно даны, типа, Жень, здесь надо нажать туда, потом сюда, чтобы там вышел тот-то и дал тебе сё-то. А не когда тупой еблан, как ты можешь это не понять? Куда ты инвестируешь деньги? Я до 22 года напокупал себе немножко акций. У меня там Microsoft был, еще парочка компаний, Тинькофф был. Я как раз, короче, они выросли до $80. Я думаю, надо купить, пока до 160 не выросли. Ой, боже. Потом случился 22 год, половину акций заблочили, тиньковские разблочили, когда они уже стоили типа $30 за штуку. Плюс у меня еще была инвест-копилка тиньковская, там она тоже была заблочена. Когда высокий курс был, я не мог из нее деньги вывести. И я тогда понял, что пошли нахуй эти инвестиции. И сейчас я просто, ну, откладываю деньги в рублях. И вот такие дела. Зарабатывал ли ты в детстве деньги и каким образом, если да? Я очень хотел бы в детстве зарабатывать деньги, но, к сожалению, к моему большому сожалению, не было возможности. То есть, если бы были возможности какую-то простенькую работу делать, там, подай, принеси, я бы с удовольствием этим занимался. Но, увы и ах. Вот этот момент из ТикТока. Великолепно.
Просто вау. Кстати, интересно, надо вот у друзей спросить, есть ли, ощущается ли этот спокойный вайб от меня, когда мы с ними общаемся? Мне кажется, что нет, потому что я более капризный, когда общаюсь с друзьями, более вспыльчивый. То есть я эмоционально обнаженный, когда мы общаемся с друзьями, потому что я знаю, что вот, ну, меня принимают таким, какой я есть. И даже когда я свой первый YouTube-канал вел, то мне одна из друзей говорила, что Жень, да, почему бы тебе не сделать рубрику «Женя горит»? То есть не Женя милый котик, а Женя горит. То есть она знала, что во мне очень много этого раздражения на различные вещи, что я очень люблю жаловаться. Но она, по-моему, эта рубрика не стрельнула. Но в целом, я думаю, что меня люди смотрят за вот этот добрый вайб. И несмотря на то, что м, ну, на самом деле этот вайб не настолько добрый, как некоторым может казаться. А, как мне кажется, людей все равно подкупает то, что я стараюсь быть настоящим. Даже несмотря на то, что я вот, ну, не такой добрый, милый и идеальный. Блин, кстати, вот про просто весело, знаете, сегодня там одна новость была, ну, я не хочу говорить какая, но не новость, просто вот обсуждение было, которое мне сильно испортило настроение перед стримом. И я сижу, вот я сижу просто никакой. Вот я сижу и думаю, блядь, а как я в таком настроении пойду стрим проводить? Что мне делать? Мне что, из себя выдавливать это какое-то положительное настроение? Я просто сижу, и я так злюсь и думаю, а у меня уже неделя распланирована уже. Мне очень важно сегодня этот стрим провести. И я сижу потом и думаю, Женя, ну, я все-таки профессионал. Я все-таки профессионал. А профессиональный стример, хорошо у него, плохо. Он запускает стрим и старается все-таки поделиться чем-то хорошим. Я вот, ну, в глубине души как-то нашел остатки чего-то хорошего и разделил их с вами. И как будто бы вот у нас и разговор пошел, и, как знаете, с друзьями бывает, вот у меня бывает ситуация, я еду к друзьям, у меня, ну, там, херовое настроение по каким-то причинам. Ну, как только мы встречаемся, как только мы начинаем общаться, уже минут через 5 я уже забыл, что я там расстроился. Столько у нас таких, ну, теплых эмоций, разговоров, что я уже даже как-то, и у меня это и из головы выходит. Был ли у тебя опыт игры на каких-то музыкальных инструментах? Да, я закончил музыкальную школу по классу баян и еще учился играть на фортепиано. Но из-за того, что меня в музыкальную школу отдала моя мама, это не было моим собственным решением, я ненавидел просто эту музыкальную школу. Звук баяна мне просто как скрежет кошачьих лап по стеклу. Прям очень больно мне слышать баян до сих пор. И очень долго я потом возвращался к любви к классической музыке и так далее. Так-то вот я говорил, почему я не злюсь на видео, потому что в видео я записываю видео в максимально хорошем настроении. Я прям готовлюсь, эмоционально себя настраиваю, что сейчас мы запишем видеоролик, сейчас будет охуенно, сейчас свою замечательную историю расскажу. А, И на самом деле, вот у нас раньше были стримы по субботам, э, у нас, были еженедельные стримы по субботам, на которых я говорил, ну, мы общались со зрителями, и я тоже был спокойный, потому что я настраивался на эти стримы примерно так же, как и на видео. Но тут там было дело в том, что меня смотрело 10-15 человек. В принципе, у нас такой, ну, уютный кулуарный разговорчик был, и, ну, какой-то агрессии ее, в принципе, не было. А если что-то такое было, то, ну, просто блокировался человек, который гадости писал, и все. Сочувствую вам, ты ярд. С друзьями сложно, в зрелом возрасте еще сложнее. Поэтому, короче, хотел сказать, берегите друзей с молоду, но это тоже неправильно. Многие друзья в молодости, ну, могут быть конченными мудаками. Так что я бы скорее рекомендовал хорошо фильтровать свой список друзей, и уж лучше не иметь друзей вообще, чем иметь каких-то плохих.
Жень, привет. Расскажи историю своей прически. Не думала о пересадке волос? Это не подъеб, если что, правда интересно. Ну, что рассказывать? М, Я впервые заметил, что я лысею, когда мне было примерно 18 лет. Я стою под душем, и, ну, вот льется вода на волосы, и они разделились на такой четенький проборчик. И я внезапно вижу, что этот проборчик чуть-чуть более длинный, чуть-чуть более широкий, чем должно быть. Я такой, «А, бля! А я такой, нет, нет, показалось, показалось, показалось. Короче, лет до 20 я себя убеждал, что показалось, но уже к 20 было видно, что так сильно, сильно более редкие волосы. Мне очень тяжело было принять свою высоту, я вам честно скажу. Я вот смотрел свои фотографии, где мне 26-27 лет. Я не мог постричься под нолик никак. Я все время стригся под 0,6 миллиметров и стригся редко. У меня часто вот здесь вот так вот волосы торчали. И я была, знаете, как эта версия профессора из «Назад в будущее», только еще не старенького. И, соответственно, ну, это так неаккуратно выглядело, на самом деле. Я вот оглядываясь назад, понимаю это. И в 2020 году, когда я уже не мог ходить в парикмахерские из-за ковида, я решил, что, ну, попробую, у меня машинка была, я уже тогда подравнивал себе бороду. Ну, попробую под нолик, просто потому что мне впадло возиться с 0,6, вернее, с 6 миллиметров. А если не понравится, просто я успею обрасти. О, что было? Что я говорил? Да. В 20-м я постриг, ну вот, побрился полностью под нолик. Ну, под 0,5, у меня триммер 0,5. И я внезапно увидел, что я выгляжу гораздо более аккуратно, когда я вот такой гладко выбритый на голове. И, ну, просто ты более ухоженно, аккуратно выглядишь. И я с тех пор начал так бриться. И стараюсь раз в 2 недели бриться. Сейчас уже, кстати, наверное, тоже пора. Вот если вы смотрите, вы можете с этой стороны заметить, что... Вот. А еще интересный, кстати, факт. Если, ну, у меня волосы такие светлые, то есть... Еще потише надо сделать. Да, кстати, хороший трек. Э, Блин, я обожаю этот трек, ребят. Одно время мне он так безумно нравился, но я не мог найти его. И когда наконец-то услышал и зашазамил, я просто его заслушивал до дыр. Вот, в общем, я стараюсь бриться раз в 2 недели, и я заметил, что, несмотря на светлые волосы, когда я не побрит именно вот на щеках, я выгляжу как раз вот менее аккуратно. При этом у меня не бывает такой вот, знаете, у мужчин у некоторых такая небритость, типа точечками, как будто бы. У меня такого не бывает, у меня вот как будто просто части кустов. Какие игры тебе нравятся, кроме Доты? Mortal Kombat, Герои, Warcraft, Starcraft. Lineage нравилось еще. Жень, где тебе больше нравится отдыхать? В России, в Сочи или или за границей? Ну, насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, в том же Сочи или в Краснодаре все очень дорого и не очень хороший сервис. Поэтому, наверное, я больше люблю за границу. Но ну вот у меня очень мало опыта пляжного отдыха. Хотя, блин, я хочу какую-нибудь Турцию all-inclusive, чтобы целыми днями жрать, купаться, веселиться. Но мне кажется, это такой отдых, вот это не соло-отдых, это надо компанией так ездить. Потому что я безумно люблю купаться, я могу целый день в воде находиться. Но мне скучно купаться одному. Мне вот нравится купаться в компании, там, когда мы с друзьями купаемся, болтаем, наслаждаемся, там, когда мы потом идем расходимся по номерам, принимаем душ, идем вместе пообедать, там, смеемся, рассказываем истории, кайфуем. Жень, как будет проходить ИРЛ и что ты ждешь от этого стрима? Блин, если честно, я волнуюсь перед этим стримом, и я не совсем представляю, как мне его провести. Вот смотрите, в ИРЛ я запланировал поездку на трамвайчике по самому длинному маршруту в Москве. И с одной стороны, ну, зрителям на ИРЛ хочется видеть меня, то есть надо камеру на себя направлять. А с другой стороны,
Ну, хочется видеть... Хочется видеть трамвайчик. Ну, то, что в трамвайчике происходит из окошка. И надо направлять на то, что происходит в окошке. Ну, так как будто бы неправильно. Вот как вы считаете, надо направлять на себя или на окошко? Нет, из современных настолок я играл только в Манчкина. Боже, я когда играл в Манчкина, я просто все самые темные черты своей личности раскрыл. Я такая мразь в Манчкине, ребят, вы бы знали. Я просто, это невероятно было. Две камеры, экран напополам. Блин, просто iPhone не умеет так. Вот было бы круто, чтобы я был в окошке, а, ну, изображение с трамвайчика было вот на весь экран. На окно, а потом на себя переключать. Ну, вот геморройненько немножко. Теперь Женька не про дотку. Кстати, про Женю не про дотку. Помните, у меня же был канал «Истории Жени» с ИРЛ всякими историями. Я его забросил, а потом, когда планировал вернуться к лайфстайл-контенту, я создал новый канал, чтобы у меня была монетизация в ТикТоке. Но монетизация доступна от 10 тысяч зрителей. И я думаю, я сейчас быстро их наберу, я ж популярный чел. Ой, мне до сих пор смешно. А, Нет, все-таки меня музыка отвлекает. Я снял где-то десяток видео, причем некоторые из них прям очень охуенные были. И набрал 1500 подписчиков. И я такой, в смысле? И уже, знаете, как-то не хочется снимать историю. То есть вот ты знаешь, что эта история наберет много просмотров, но при этом ты с нее не получишь денег. И я начал снимать истории жизни на канале с Дотой. И мне, кстати, посоветовала также делать Майя, вот училка про ТикТок, у которой я курс проходил. Он говорит, Жень, ты типа заебешься на два аккаунта разделяться. Я вот, кстати, даже не знаю, вот как вы считаете, если есть вот IRL-контент, какие-то истории жизни, а есть Дота, нужно ли делить аккаунты или нет? Я считаю, что нужно, потому что ну, понятно, что части зрителей, которые смотрят тебя как дотера, интересно будет послушать какие-то истории от тебя как от личности. Но в то же время, когда ты рассказываешь истории жизни, ты привлекаешь и новую аудиторию, и если на тебя подписывается какой-то чел, который хочет слушать твои истории жизни, а ему попадается дота, ну, его это будет бесить. То есть поэтому я считаю, что надо разделять. Так вот, недавно у ТикТока появилась такая тема, что если у тебя 10 тысяч подписчиков на Ютубе или 100 тысяч подписчиков в Нильзаграме, то ты можешь это подтвердить и получить монетизацию сразу. И я вчера, что ли, попробовал этот способ, новый аккаунт зарегистрировал, и у меня все получилось, и я думаю, может быть, какие-то истории жизни рассказывать на этом новом аккаунте. Но я регистрировал его на почту, а, и там надо было выбрать имя, ну, когда ты только регистрируешь аккаунт. Я не выбрал, и они просто дали там имя по первым буквам почты. Там Вильтяев, ну, там просто какая-то белиберда была. И я хочу сменить его, именно вот имя в описании ТикТока, а он не дает, пишет, вы редактируете слишком быстро. А оказывается, имя можно раз в 7 дней менять, и он, видимо, первое имя, которое я не выбрал, и у меня даже в самом ТикТоке написано, добавьте имя, он его ну, не дает поменять в эти первые 7 дней. И я сижу, блин, обтекаю, не могу ничего снять на этот канал. Но тот факт, что монетизацию включили, я очень рад. И вот я Маришке попробовал тоже сделать аккаунт с монетизацией в ТикТоке, потому что у нее есть 10 тысяч подписчиков на Ютубе. И я очень, ну, тоже вот получилось. Правда, у нее это уже бедный четвертый аккаунт. Ну, кстати, так-то у меня это тоже четвертый аккаунт. Вот этот Женя не Дота. Первый мой аккаунт был с историями из жизни. Второй мой аккаунт был Женя Аниме. Вы его почти не знаете. Третий мой аккаунт был, на котором я на нем учил детей, ну, учил, как научить родителей пользоваться смартфоном. Я снял где-то 20 видео, и ни хрена ничего не залетело. Причем очень красивые видосы снял. Четвертый, соответственно, аккаунт у меня был про доту. Пятый был про истории, версия номер 2. И шестой аккаунт у меня был про... получается, истории уже с монетизацией. И к чему я вспомнил, что Женя не про дотку. Я не знал, как этот аккаунт назвать. Я, в принципе, просто думал потестировать его. Я его назвал Женя слэш не Дота 2. Ну, подразумевая, что вот это Женя про дотку, который
на этом канале рассказывает не про дотку. Почему не хочешь на хейте зарабатывать? Ведь на это есть спрос. Я не чувствую себя достаточно уверенным человеком, чтобы на этом зарабатывать. Потом, а, ну вот, я как-то заходил к Вове Пейну на стрим. У него очень много прям вот хейта в комментах и подъебов всяких. Он нормально к этому относится. Но я смотрю, у него онлайн 3000, но на аукционе они собрали всего 3200. Мне казалось, что крупные стримеры на аукционах собирают, ну, тысяч по 20. И я понял, ну вот хейтеры, вот это цинично прозвучит, но хейтеры это не платежеспособная аудитория. Ну, то есть это люди, которые не будут покупать продукты, которые ты рекламируешь, это люди, которые не будут поддерживать когда ты что-то новое делаешь, и это люди, которые будут присылать тебе просто только хейтерские донаты, и то в исключительных случаях. Я предпочитаю строить, собственно, таки свой медийный образ, ну, даже не так, свою медийку. Короче, я хочу, чтобы меня смотрели зрители, которым искренне нравится мой контент. Вот так вот. Зрители, с которыми мне приятно общаться, зрители, которые будут какие-то приятные комментарии писать. Ну, какие-то интересные, вежливые люди. И мне кажется, это круто. Есть ли у тебя мечта? Моя мечта — стать счастливым. Ну, только нормально, без каких-либо там, знаете, травм, когда он какой-нибудь там ушиб мозга, и он стал вечно счастливым, как какой-нибудь дурачок. Просто я хочу научиться радоваться жизни в моменте, ам, ну, не ждать чего-то, что вот будет у меня то-то, я буду счастливым, вот будет все то я буду счастливым. Хочу чувствовать себя просто вот хорошо, эмоционально и физически. А сейчас ты несчастлив разве? Сейчас объективно все очень хорошо. Субъективно я постоянно там доебываюсь до каких-то вещей, из-за которых я несчастлив. Ты гуманитарий или технарь? Наверное, я гуманитарий, я очень творческий человек, но мне точные науки тоже нравятся. Я вот прям в юности очень кайфовал, когда какую-то сложную математическую задачку мог решить. Мне очень нравилось на информатике, когда мы занимались программированием. Я думаю, что я мог бы и техническим каким-то чуваком тоже быть. То есть как будто бы, ну, мне и то, и другое интересно. Расскажи, как проходил твой день, когда ты работал, и как часто ты играл в доту, когда работал? Ну, тут, 2 работы у меня есть. Тебя первая или вторая интересует? Вторая, это которая была год на ну, наверное, вторая, потому что последняя моя работа. Значит, я работал билд-редактором. Я занимался версткой и оформлением статей. Что такое верстка? Это когда вам автор присылает текст и типа папку с фотографиями. Вы этот текст в админке оформляете, проставляете фотографии, ну, форматирование ставите, может, какие-то опросы еще делаете, еще что-то. Ну, короче, просто вот оформляете текст этот перед публикацией и публикуете. И, грубо говоря, там ты просыпаешься в 9, умываешься туда-сюда, в 10 начинаешь работать, у тебя есть несколько текстов, которые тебе надо сделать. Иногда текстов было немного, и у меня было, в принципе, довольно много свободного времени. Потом постепенно текстов стало больше, еще какая-то дополнительная работа начала появляться. И чем больше я это делал, тем меньше я тем меньше мне это нравилось, тем больше я понимал, что это не то, чем я хочу заниматься. И у меня еще, я до этого работал автором, и я работал на клавиатуре большую часть времени. А тут ты большую часть времени работаешь мышкой, и у меня безумно почему-то начала уставать рука. То есть я понял, что я устаю мышкой очень долго работать, ну, на протяжении рабочего дня. Я понял, что меня бесит куда-то вставать, я постоянно не выспавшийся был, я не мог днем поспать, я там нервничал, я раздраженный был. И я когда увольнялся, я понимал, что даже если ничего не получится с... э, Ну, блин, Сереж, а как-нибудь, чтобы и меня не сильно не загрожать. Так, сори, отвлекся. Чё я говорил про работу, да. И даже если бы у меня ничего не получилось со стримом, я в любом случае уволился. То есть я увольнялся так по чесноку не потому, что я мечтал стать видеоблогером, а потому что я устал просто от прошлой работы. И, ну, конечно, мне хотелось, чтобы у меня с видеоблогом получилось, но если бы это была какая-то работа, от которой мне не было бы плохо, я бы, конечно, задержался на ней, пока мне видеоблог не начал бы приносить более стабильные доходы. То есть это был такой прыжок веры
то, что у меня получится, и я рад, что спустя год он оправдался. Значит, я работал до 19 часов, потом я отдыхал с 19 до 20, и в 20:00 я стримил. А когда у меня был перерыв на работе, допустим, не было задач или перерыв на обед, то во время, ну, там, до или после обеда я еще снимал шортсы. То есть, по сути, у меня было, получается, 2 работы. Еще в выходные я так это доты на этой неделе не будет. Общаемся не про доту. Как вам вот так? А? Хотя мне кажется, знаете, что надо сделать? Где эта штучка? Вот это надо сюда. Как будто вот это сюда. Мне, кстати, кажется, что от вот этой штукенции никакого проку нету. Мне очень нравится, как она сделана, но как будто бы люди, то есть, ну, не понимают, что она означает. Хотя я специально старался сделать все соцсети с одним именем. Но он набирает людей из чата, чтобы с ними поиграть. Ну, это круто. Я не готов играть с людьми из чата просто так, ну, то есть мне это в напряг. Ну, над головой некрасиво просто, Антон. Какие у тебя были любимые предметы в школе? Мне очень нравилось черчение и нравилась информатика. Думал ли ты о том, чтобы играть со зрителями на каком-нибудь втором аккаунте в доту? Во-первых, за второй аккаунт вас могут забанить за использование. Во-вторых, нет, не думал. Дело не в том, что мне жалко ММР. Дело в том, что мне некомфортно играть с людьми, которые очень хорошо знают меня, но которых не знаю я. Сколько у тебя подписок на Бусти и почему именно столько? Именно на Бусти я ни на кого не подписан. Я, знаешь, Антон, иногда подписываюсь на Бусти, допустим, я покупаю подписку на 2-3 месяца, чтобы поддержать человека, потом она заканчивается, и я не продляю. То есть вот у меня такой поддержки нет. Для меня, например, очень ценно, когда у меня были патроны на Бусти, но я отказался от Бусти, потому что, пипец, вот как же у них тупо сделано. Смотрите, на Бусти деньги они выводят каждый день, и ты не можешь нажать, типа, выводить от такой-то суммы. И из-за того, что они выводят деньги каждый день, у меня, допустим, было 7 или 8 спонсоров, и по каждому из них нужно было формировать чек самозанятого. И ты не можешь выводить деньги на карту, потому что там типа комиссия 1,5%, минимум 30 рублей. И кто-то подписался на меня на Бусти за 100 рублей, и чтобы выводить на карту, это мне надо, получается, заплатить около 40% комиссии суммарно. Бесплатный вывод был только на ВК Pay, а оттуда можно вывести без комиссии, опять-таки, ну, вернее, до 3000 в месяц. И, короче, пипец. То есть, если бы на Бусти была система, что настроить выплаты от такой-то суммы, это было бы охуенно. Вот у DonatPay это есть. У Алерца нет, поэтому у Алерца я, знаете, как делаю? Я то включаю, то выключаю выплаты. Слава богу, у них хотя бы эта функция есть. Причем я когда работал на ВК, я писал ребятам с Бусти, ну, потому что там есть возможность предложить какую-то идею по проектам ВК. Бусти был одним из проектов ВК. И говорю, ребят, вот такая-то проблема, сделайте что-нибудь. А там даже, по-моему, никто и не ответил. Но они объясняли, что, типа, юридически им важно выводить деньги, ну, как это сказать, ежедневно. То, что они не сервис хранения денег. У тебя на фоне клавиатуры лежит что-то сине-красное. Что это такое? Какой вы любопытный. Директ Макдональдса, 100. Ты не Сейчас покажу. Короче, когда вы на ВК только устраиваетесь, вам дают такой тубусик красивый. Там есть специальная раскраска, и к этой раскраске дают набор карандашей. И сегодня был онлайн-выпускной в одной психологической группе, в которой я нахожусь. И мы там планировали рисовать, но я не остался до части с рисованием, потому что, м, как это сказать, ну, долго это было, долго мы до нее доходили. И, собственно, что? Собственно, что?
Собственно, я не остался, и поэтому убрал просто сюда карандаши. Какой у тебя любимый фильм? «Властелин колец». Да, в третьих героев поиграли бы, конечно. Поднимаю свою голову вверх, ощущаю этот солнечный бриз. Кстати, у меня до сих пор остался этот нераскрашенный плакат. Может быть, мы с вами как-нибудь на стриме его пораскрашиваем, когда у меня будет время. Вот, мне кажется, под раскраску очень круто. Круто. Какую бы способность из Доты ты хотел бы и зачем? Телепорт Фуриона. Ну, я в компьютерных клубах играл в третий Warcraft. Это был 2003 год. Потом я для себя открыл Доту. Ну, тогда это даже не Дота была. Это вот были сборки Юла и Гуинсу, которые потом стали Дотой All Stars. Прикольно, что разработчики Доты остались в виде предметов. Типа там... Как же он? Ну, короче, раньше было Гуинсу Size of Vice и Юл Scepter of Divinity, но при этом нету шмотки про Ice Frog. Или есть, но я не имел в виду. Короче, про ракурс, Сень, раз тебя давно не было. Я купил себе беззеркалку за 70 тысяч, объектив за 30 тысяч, карту захвата за... О, Ир, кстати, как тебе ракурс-то? Смотри, какой я красавчик. Ты как человек с такой же камерой можешь оценить. И, собственно, оцени объектив, оцени, какое размытие может тебя ждать за 30-очку. Вот. Карту захвата за 10-ку купил. Еще там аккумулятор-пустышку, чтобы от сети работала камера. И HDMI кабель. Короче, потратил где-то 120 тысяч, чтобы быть вот таким вот четеньким красавчиком. Мне очень нравится, как я сейчас выгляжу на камере. Я очень от этого кайфую, несмотря на то, что, ну, большинство зрителей насрать, они не видят особой разницы. Да, Сень дорого вышло, но, ну, мне кажется, оно того стоит. Плюс я камеру покупал, чтобы еще и видосы снимать. И знаешь, в последнее время, ну, и в принципе, я вот всем это рассказываю. В последнее время, ну, я всегда парился, что мне не получается на смартфон нормально снять. Я в последнее время просто беру OBS, вот так вот включаю чистый фуллскрин и потом чпуньк, обрезаю. Единственное, мне не получается обрезать именно вертикально. Да ё-моё. Потому что я очень близко нахожусь. Кстати, а может мне просто подальше отходить? И пониже. И я обрезаю квадратиком, потому что все равно пространство сверху и снизу... Ну да, потому что все равно пространство сверху и снизу занимают элементы интерфейса. Ну, как будто бы не очень красиво получается. Ну, не очень аккуратно. Не очень профессионально это выглядит. Какие суши лучше заказать, Калифорния или Филадельфия? Мне нравится больше Филадельфия. Блин, вот в Тануке есть Филадельфия и Филадельфия Лайт. В Филадельфии Лайт меньше сыра, то есть он просто сверху. И мне так нравится как раз. Я не люблю не сыр, меньше рыбки, она сверху. Мне так нравится, я так больше люблю, когда ровно столько рыбки. Но они, суки, жлобят еще и творожный сыр. Но он же не такой дорогой. Вот в обычной Филадельфии там ого-го этого сыра, а в Лайт они прям жадничают. Как же хочется тебя в реале встретить и руку пожать. Ну, Антон, встречи я пока не планирую проводить. Да, в принципе, наверное, и не буду в будущем. Я, знаете, что вот думал как-то? Сделать свой стендап. Вот мне хотелось организовать свой стендап, прям пригласить зрителей, ну, с какими-то... Чтобы была какая-то стоимость билетов небольшая, ну, там, не знаю, рублей 200. И среди лояльных зрителей рассказать какие-то свои шутки, какие-то свои истории. Но, конечно, стендапу надо поучиться. А где с большой вероятностью можно тебя встретить? Это секрет, не нужно пытаться. Ну, я, в принципе, довольно редко куда-то выхожу. И даже если бы я захотел на этот вопрос ответить, мне сложно было бы сказать.
Какая у тебя любимая еда? Блин, такой сложный вопрос, если честно, постоянно спрашивают и постоянно разное говорю. Вот мне нравится ролл Филадельфия, салат Цезарь, почти любая пицца, ну, кроме там всяких морепродуктов, креветок, ну и с ананасами не особо люблю. А, Торт панчо и клаб-сэндвич в шоколаднице. Я очень-очень рад был тебя видеть. Спасибо тебе большое. И я надеюсь, у тебя все хорошо. Вот прям мои искренние пожелания тебе. Всего хорошего.